Дикая лошадь несколько раз топчет своего только что родившегося жеребенка. Патрульная машина ехала не спеша по дороге, которая пересекала широкую степь в одном из отдаленных заповедников Восточной Европы. За собой она оставляла легкий след серой пыли, а она поднималась в воздух и висела в неподвижной утренней тишине. Олег крепко держал руль и внимательно смотрел на дорогу, полностью сосредоточившись на вождении. А Татьяна, которая сидела рядом, не отрываясь смотрела по сторонам острым, привычным к работе взглядом и замечала любые мелочи, как ведут себя животные и что меняется вокруг. Впереди показался небольшой табун диких лошадей. Они медленно бродили по выжженной солнцем траве и спокойно паслись под чистым небом, где не было ни облачка. Все выглядело обычно и спокойно. Но вдруг Татьяна заметила резкое движение. Оно выбивалось из общего ритма табуна и выглядело тревожным и совсем неестественным на фоне такой мирной картины. В следующее мгновение в середине поля резко взлетела пыль, нарушив утреннюю тишину. Взрослая кобыла резко выпрямилась и с силой выбросила передние ноги вперед. Ее движения были резкими и злыми под горячими лучами солнца. Прямо у ее копыт на земле лежал съежившийся жеребенок. Его маленькое тело дрожало от боли, слабости и страха. Каждый раз, когда кобыла с силой била копытом по земле, поднимались густые облака пыли, которые окутывали хрупкое тело жеребенка и делали происходящее еще страшнее. Олег и Татьяна остолбенели от шока, когда поняли, что нападает на жеребенка его же мать. Малыш пытался отползти в сторону, но не мог встать или защитить себя. Его слабые, едва слышные стоны терялись в просторах открытой степи. Татьяна на автомате схватилась за голову, а она не могла оторвать взгляд от этого ужаса. А Олег, хотя много лет работал в заповеднике и привык к суровым законам дикой природы, тоже был потрясен увиденным. Потому что в этот момент инстинкт выживания показал себя в самой жестокой форме. Они оба понимали, если люди не вмешаются, эта маленькая жизнь долго не продержится. Олег резко нажал на газ, и машина с ревом рванула вперед, нарушая тишину степи. Татьяна начала беспрерывно сигналить, она пыталась резким звуком отвлечь кобылу от жеребенка. Громкий сигнал эхом разнесся по открытой местности. Кобыла вздрогнула, насторожила уши и повернула голову в сторону быстро приближающейся машины. Внедорожник подъехал ближе, и из-под колес снова поднялась пыль, словно густая завеса. Присутствие людей заставило кобылу замешкаться. Она сделала несколько осторожных шагов назад, на мгновение задержала взгляд на лежащем жеребенке, потом развернулась и, не издав ни звука, медленно ушла прочь. Она растворилась среди травы и остальных лошадей. На открытом поле остался только жеребенок, он лежал один в постепенно оседающей пыли. Только теперь Олег и Татьяна обратили внимание на тяжелый округлый живот кобылы и поняли, что она была беременна. Когда они осознали причину того, что случилось, у них обоих пропал дар речи. Это была не жестокость в человеческом понимании. Это был суровый закон выживания, по которому более слабая жизнь иногда уступает место другой. У Олега перехватило дыхание, когда он посмотрел на неподвижное тело жеребенка. Сочувствие не облегчало боль, оно делало ее только сильнее. Татьяна решительно открыла дверь машины, схватила аптечку и быстро пошла к животному. На ее лице были сосредоточенность и твердая решимость действовать. Они осторожно приблизились, стараясь двигаться как можно спокойнее, чтобы не вызвать у жеребенка лишний стресс. Жеребенок тяжело дышал. Его грудь судорожно поднималась, дыхание было прерывистым и слабым. Вся шерсть была в многочисленных ранах и царапинах, некоторые из них еще кровоточили. Олег быстро проверил дыхание и основные рефлексы, он понимал, в каком критическом состоянии находится животное. Татьяна сосредоточенно приготовила укол и аккуратно сделала его, стараясь действовать мягко и точно. Жеребенок почти не реагировал, только тихо лежал и терпел боль. Осмотр задней ноги показал серьезные повреждения,
скорее всего, перелом и внутренние травмы. Стало ясно, что на месте помочь не получится. Решение срочно везти животное в ветеринарный центр приняли сразу. Каждая минута могла стать решающей. Они осторожно подняли жеребенка и аккуратно положили его в заднюю часть машины. Автомобиль быстро развернулся и поехал к станции. Татьяна сидела рядом с жеребенком, не отрывая взгляда от его слабого дыхания, а Олег старался вести машину как можно аккуратнее, выбирал такую скорость, чтобы не ухудшить травмы. На станции жеребенка сразу усыпили, чтобы ветеринары могли полностью его осмотреть. Современное оборудование помогло быстро понять, насколько серьезны повреждения, перелом задней ноги и много глубоких ран. Сломанную ногу зафиксировали и обездвижили, а все раны тщательно очистили, обработали и продезинфицировали. Олег стоял у входа в процедурную и напряженно следил за тем, что происходит. А Татьяна, увидев, что самое тяжелое уже позади, наконец смогла облегченно выдохнуть. В центре жеребенка назвали мечтой, как символ нового начала и надежды на жизнь. Ее поместили в просторный вольер с навесом и толстым слоем сухой соломы. Там было спокойно, и это помогало ей восстанавливаться. Каждый день Олег и Татьяна приносили ей свежую траву и чистую воду, внимательно следили за ее состоянием. Раны постепенно заживали, никакой инфекции не было. Уже к концу второй недели жеребенок начал осторожно подниматься и учиться стоять, сначала на 3 ногах, под присмотром сотрудников. Татьяна с улыбкой заметила, что в глазах мечты больше нет прежнего ужаса и страха. Вольер стал для нее безопасным местом, где она чувствовала себя защищенной. С каждым днем силы возвращались. Через 3 недели постоянного ухода все повязки сняли, и мечта уже уверенно ходила на всех 4 ногах. Следы от старых ран остались только в виде едва заметных шрамов под шерстью. Ветеринары приняли непростое решение — не возвращать ее обратно в дикую природу, потому что был большой риск, что табун снова ее отвергнет. В итоге мечта осталась жить в вольере при спасательной станции. Она получила шанс на новую, спокойную жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.